В общем, про бизнес. Перепелиный бизнес. Также куриные цыплята. Все лайфхаки сейчас расскажу. И выгоды. Также, как вырастить от А до Я. Это у меня товарищи месячные. Вот у нас брудер. Вот у меня 3 градусника такие. Вот. Подписаны этажи. Вот. Маленькие перепелы от 2 до 3 недель. Где вы все там попрятались. Вот, также цыплятки. И птенцы, которые только вылупились. Я их распределяю по камерам. Значит, для того, чтобы у них разный температурный режим. И, естественно, будет взрослый обижать маленьких. А перепелы так вообще должны жить отдельно. Вот, естественно. Кстати, яйца вылупляются ровно 16 дней. Там до 17 дней может перепелка лежать, вылупляется. Куриные яйца пробиваются уже на 19 день. До 21 дня могут лежать. Инкубатор. Значит, вот. О, он уже, товарищ, вылупился. Вот лупятся перепелиные, куриные. Разная порода. Абсолютно разная. Так, значит, смотрите, какие у меня бывают. Получается, вот куриные яйца, а вот перепелиное яйцо. Посмотрите. Представляете, да? Перепелиное яйцо, как куриное. Как это у меня так получается? Значит, я не даю только комбикорм. Я кормлю их просой. Вот она, вот так выглядит. Кормлю их кукурузой. Видите, тут всякое-всякое. Если кукуруза вон видна. И пшеницей дробленой, и ячменем. Все натурально даю. Корм раз в день даю. Несут яйца. Как видите, не маленькие. Несутся они хорошо. В день могут дать одно яйцо и даже 2. Но это очень надо постараться. Очень. Ну, в промежутках там 11 часов. Ну, не все так перепелки могут, но все же получается, чтобы они так сделали. Что вам понадобится для старта, для начального бизнеса? Вам понадобится не больше 14 перепелок. Вам понадобится... Что это такое? Матка. Вам понадобится 2 самца на 14 перепелок. Инкубатор вы сможете яйцами раз в неделю забивать. То есть вы собрали, к примеру, 14 яиц. Отложили их при температуре от 5 до 10 градусов тепла. Не больше, иначе будет эмбрион развиваться. И он будет развиваться неправильно. И в итоге цыпленок не вылупится. Вот, ему нужно пробыть в не менее 37,3 градусах тепла. Вот, значит, яйца могут храниться 5 дней. 5 дней мы собираем перепелиные яйца и закладываем в инкубатор. И потом партию снова через 5 дней. И так у вас 4 будет фазы на месяц. У вас будет 4 фазы. И вы сможете 200 яиц с чем-то заложить. Такой вот инкубатор. Вот у меня их много. Я уже показывал, но сейчас просто конкретно показываю, что к чему и как. У вас должен быть брудер минимальных размеров. Вот как у меня здесь. Видите? Маленькие товарищи, которые только вылупились с инкубатора. Они здесь кушают, пьют. Ну и по делам своим ходят всяким. Все это подогревается лампочкой накала 25 Вт. Лампочка экономка всегда светит, чтобы они могли проснуться, покушать. Им нужно постоянно кушать, двигаться, делать свои перепелиные дела, перепелячьи. Должен быть градусник, который регулирует температуру. То есть до какой он максимум может опуститься. Вот он должен подняться градусник до 35, он отключается. Как только температура падает до 33,5, он включается. И в общем вот так он туда-сюда играется. 2 кнопки настраиваются очень просто. Здесь у меня такие же градусники работают для этих товарищей. Абсолютнейше такие же. Да-да-да, я про вас тоже не забыл. Вот, отдельно держу этих, старшакам не сажу, потом я их перевожу в другую клетку, они здесь пьют водичку, кушают и тоже свои перепелячьи дела делают. Это у меня получается уже где-то месяц и неделя. Причем эта порода, мясо яичная, они
несут яйцо через 2 месяца уже. Через 2,5 максимум. И через 2,5 они достигают полностью своего веса. Вес такой перепелки, уже когда она доросла, может составлять до 400 грамм. Просто посмотрите на них, какие они гигантские. Вам понадобится такая клетка. Она себя быстро окупит. Чтобы они всегда могли кушать. Вот сюда подсыпаете, потому что они тут бардак такой устраивали. Кал сюда под решетку падает, такими 2 полочками вытаскивается. Ну и убирается. Кал причем тоже стоит денег. Тонна 16 тысяч стоит. 16 тысяч гривен. И у них должны быть вот такие ниппельные поилки. Видите, он стоит, пьет. Пьет. Вот 3 ниппельных поилок даже хватает на цыплят. У меня здесь, можете верить, может нет, но тут 50 голов сейчас сидят. 50 голов. В общем, подпаиваются они водичкой. Я им добавляю витамины всякие, чтобы перепелы могли нестись, и эти товарищи быстро могли расти и отправляться в курятник. Если у вас будет хотя бы 200 кур, вы не представляете, это где-то можно, ну, на инкубационное яйцо 200 курами в год можно там до 1 000 000 заработать. И это факт, уже многие люди это уже проверили на своем опыте. Это чисто яйцо, чтобы его на инкубатор продавать, то есть не продавать, ну, как на породу. Почему вот я тоже занимаюсь, вот многие начинают породы всякие размножать, чтобы у меня было разные, видите, и фавероли, есть арауканы, брамы, ну, короче, лигорны и даже эти, как там их, ломан-браум. Это то, что мы видим, коричневые такие яички в магазине постоянно. Вот. Ну и вы можете также зарабатывать на цыплячьем бизнесе, на продаже. И также вы можете зарабатывать, ну, кто на мясе, но чисто я этим не занимаюсь. Я развожу просто породу. Вот, и у меня много как бы домашних яиц. Вот, значит, что получается по вот этому вот красавцу. Сюда мы вливаем воду. Вливаем воду сюда. Но, помимо всего, я еще вот так и лимончик сюда давлю. И всякие витамины там им даю. Но не совмещаю с витамином С. У меня здесь много всякого, да. Ну, пока тут у меня чуть-чуть бардак, я извиняюсь. Кстати, вы можете параллельно выращивать елки. Либо покупать их, если у вас нет пока донора. А потом, когда вы их вырастите, когда они вырастут у вас, вы сможете с одной елки, даже здесь, можно уже сотню, ну не сотню, но штук 40 точно получится вырастить. Но это нельзя делать, лучше дождаться, когда на 2 метра будет хотя бы. Вот, и уже выращивать так. Если у вас нет возможности иметь донора, то тогда вы просто покупайте маленькие за копейки, сущие копейки, и уже выращивайте их. Вот она у меня была вообще масипусенькая, но теперь уже вот такая вот красота. Если такую уже продать, то это в раз 10 навар. Вырастают они у меня быстро, у меня в месяц растут значит, 4 сантиметра. Это очень много. Может кто-то скажет, а это у тебя на старте, оно потом забивается, рост. Нет. В данном случае, я не знаю, как дальше будет, но у меня есть огромная во дворе, там, к примеру, туя, донор. Вот, я уже о росте ее не забочусь, она уже вымахала, меня перегнала в 2 раза. Вот, когда, правда, садилась, она была очень маленькая. Но сейчас я о ее росте не парюсь, потому что я не успеваю, блин, даже туи выращивать. Вот, значит, что я делаю? Я беру их никал. Именно их никал. Ничего там не просушиваю его, там как кто-то много боевиков рассказывает всяких. Просушил там, что-то там с водой просто тупо размешал с черноземом, с тырсой. И все, посадил. Если вдруг что, вы можете взять просто обычный уголь
и подсыпать уголь. Вы можете размешать уголь, дать ему ночь, водички настояться и водой такой поливать. И чтобы уголь сюда отошел, чтобы он тут лежал, и поливайте, и уголь будет свое давать для этого растения. Вот, вы можете параллельно елочки выращивать. Вообще можете заниматься вот таким вот бизнесом. Правда, надо официально покупать дерево, пеньки. Вот такие вот можете... Это натуральный продукт, зашлифовываете, там можете прижечь, лаком скрыть на продажу, там с них подносы делать, там чашки, там, я не знаю, ставить кофе, там любимым, нелюбимым дарить, возлюбленным, невозлюбленным, в общем. И поверьте, когда вы будете это выготавливать сами, подрезать, у вас будет очень много тырсы, чтобы вы могли обеспечивать птицу. Вот, и вперемешку с калом это... топ удобрения вообще не передать словами. И у вас будет вообще хватать денег на такое. Для вас все остальное будет просто мелочи жизни. Много кто спрашивал, а что, когда света нет, что делать? Вы знаете, я на самом деле с такой ситуацией часто сталкиваюсь, когда у нас нет света по 10 часов, это по 4, когда как генератор я не эксплуатирую. Я вот от солнечной энергии полностью завишу. У меня была одна солнечная панель, сейчас их 2. Заряжаю аккумуляторы, вот у меня стоят на запас здесь 4. 2 вообще забыл, когда пользовался. Вот. А полностью от солнечной энергии, что добыть и использовать, у меня здесь, как видите, на счетчике моем личном, что здесь в цыплятнике находится, я фиксирую. Еще у меня вот такая гибридная станция есть, которая выпрямляет электричество с розетки и заряжаться может от солнечной панели. К нему запитано 2 аккумулятора. Можно еще сделать больше. У меня отдельные есть видео, что как работают солнечные панели. Можете перейти посмотреть. Вот такой вот бизнес. Когда вы начнете с перепел, вам 14 штук, 14 девочек будет с головой. 2 мальчика тоже с головой. Не всех успеют оплодотворить. Как видите, у меня именно вот цыплят у меня очень много. Вот куры, я курами занимаюсь. Перепелят это так. Ну, как видите, получается много выводить. То есть вы за месяц сможете 200 штук заложить. Да, спора нет, 200 все не вылупятся. Это 150 точно. 120 в процессе уже точно вырастут, выживут. Вот, 110. Вот, такой инкубатор тянет 80 ватт, когда ему нужно дойти до пика. Потом он тянет ерунду. Он там включился, чуть-чуть нагрел, отключился. И он стабилизирует как бы тепло. Он работает от таких 2 нагревательных элементов. Здесь есть дуйка такая и сам градусник. Все, простяцкий такой, совсем простяцкий. Ну, чисто из пенопласта. Воду подливаете. Я яйца, если что, переворачиваю раз в 6 часов. Могу даже раз в 8, как когда. Вот, вам нужны будут по-любому брудеры. Такой брудер может вместиться там на несколько суток до... Ой, как спать легли. Ой, как спать легли. Красота такая вот. Просто какие они хорошие, когда маленькие. Вот такие вот они суточные. Какие суточные? Они только с яйца. Еле обсохли. Купаться очень сильно любят. И поэтому неглубокую посуду им ставим, потому что они также любят еще так покупаться, что уже они оттуда никогда не вылазят. Ну, вы поняли. У них должна, значит, быть вытяжка, где все это дело проветривается, то есть сквозные отверстия. Вот такие вот 2. На такую маленькую квадратуру, не квадратуру, но вы поняли, помещение хватает для них. Вот, брудеры, конечно, да посерьезней. Потому что вы перепел продержите буквально там, ну сколько, 2 суток. 50 голов вместится, но это будет тесно. Вот поэтому надо что-то серьезнее. У меня везде лампы накала работают. Тут уже отключилась, потому что нагрелась. И везде экономки стоят, которые всегда светят, чтобы они могли все время кушать и спать, просыпаться, когда им надо. Вот там же у меня, значит, утеплитель стоит, как видите, такой отражатель. И, собственно говоря, сам нагревательный элемент на стенке, который 3 этажа может подогревать в случае, там, если уже сильный мороз начинается, там, да, когда омораживает,
Чтобы ускорить подогрев, дополнительная есть вот такая вот у меня здесь вилочка. У меня тут так проводов много. Но зато всю схему так сделал, что в случае чего она спокойно себе функционирует, и я не парюсь. Вот. Если кому надо подробности, я покажу в видео, как это все собирать, как вообще подключать, и вы будете в курсе дела, если вдруг непонятно. Кстати, это градусники простые, дешевые вообще, там стоят, по-моему, в районе, по-моему, что-то там $3. Ну, ерунду вообще, там плюс заставка. Причем эти градусники, чем мне нравятся, что они точные. У них как вот нагрев, ну, то, что чувствует, как помещение нагрелось. Вот такой вот градусник идет, подключен к проводам. Вот это он идет, собственно, оттуда кабель черный. Все, заходит сюда. Здесь, значит, 2 идут на лампочку нагревательную и 2 идут на розетку. И тут отдельно от розетки провод идет, который идет на экономку. Вот такой вот собрать вообще копейки стоит, просто с мусора практически. С остатков стереодура, с пластика, с куска ДСП собрал. Круть, полная круть. Далее, я кормам не даю приоритеты, как многие рассказывают, что о, без корма там никто не будет расти, там. Мне все равно. Главное, чтобы была у них температура стабильная. В районе хотя бы там, ну, 17 градусов. Сейчас я печку подтоплю и будет все 22. Для них это идеально. Вот эти товарищи греются от нагревательных элементов, им все равно. Значит, перепелкам надо тоже 22 градуса, не меньше. Им надо тепло и давать все натуральное. Корм я даю раз в сутки. Вот так подсыпал им с утречка. Вот они поели там. Все остальное, гречку сварил, дал с кальцием там, с мелом перемешал. Или еще какие-то там натуральные добавки даю. Ну, а так, чтобы корм, там обязательно корм. Когда мега они маленькие, да, я проверенный корм использую. Ничего не рекламирую. Вот, особо маленьким я даю. В особенности вот только вылупились. Вот я мелкий корм даю вообще, вот просто крошка. Чтобы им было удобнее его кушать и быстрее перерабатывать в своем организме. Друзья, подписывайтесь ко мне на канал. У меня много полезной информации про бизнесы, про различную бытовую технику и прочим и прочим. Вот как видите, все натурально. Все видно, что здесь кукуруза, проса, пшеница, все дробленное. Все, купил себе аппарат, который дробит все это дело, и я очень доволен. Показывал видео, обзор про дробилку. Экономная, за 10 минут можно 50 килограмм надробить той же кукурузы или пшеницы. Я по отдельности дроблю, а потом перемешиваю. Вот так как-то. А для начала вам понадобится перепел немного. Вы сможете себе сами целую там промышленную базу с них потом построить. Но главное начать. Потом вы можете зарабатывать либо на продаже на инкубационное яйцо, потому что, скажу так, чтобы яйцами чисто торговать на употребление, скажем так, вы продадите, к примеру, за 100 гривен, из них вы 30 чистой прибыли будете иметь, а дальше это ваши труды, витамины, препараты, потому что этим обязательно, но этим тоже я даю препараты от глистов, там, против сальмонеллы, плазмозов различных, там кучу препаратов, я уже видео отдельно снимал. Без этого никак. Вам нужно по-любому препараты давать. В общем, препараты, то, что вы дали энергию, то, что вы использовали, труды там свои. Я не беру там типа клетку или там вы аккумулятор, солнечную панель купили, чтобы все время был подогрев или инкубатор мог все время функционировать бесплатно. Вот. Я не беру это в расчеты, это чисто так для удобства, для, так сказать, для личного комфорта, для личной экономии. Но вот если просто брать уже готовую, вы вырастили птицу вот, и хотите зарабатывать деньги, то вы будете из 100% 30 чистой прибыли иметь. Дальше это просто будут ваши труды и вложенные деньги в электричество, в дробление, в закупку. Вот это, потому что я ни у кого не дроблю, что там такие дробилки я не хочу. Там у них и в сараях и писают и мышки, и крыски. Мне это
как бы не надо, это разносчики болезней. Я предпочитаю все сам подробил, убедился, все у меня чистота везде, чтобы не было антисанитарии. Вот я себе доверяю, как-то так. Вот, пока подробишь это все. И, кстати, это дешевле намного выходит. Но все же это затратно. Вот, поэтому яйцо, оно ну, должно быть на инкубацию, на породу его вот, продавать, породы. Вот. Или чисто уже торговать птицей. Оно у вас там год пожила, яиц вам там приносила, вы ее перепродали. Там, к примеру. Или там вы просто суточными можете торговать, очень выгодно. Или там недельными, трехнедельными. Если вы уже перепелу у себя продержали 2,5 месяца, продавать ее глупо. Надо, чтобы она уже на вас чуть-чуть поработала и вам яичек принесла. Вот. Поэтому очень выгодно заниматься перепелиным бизнесом, куриным тоже. На яйцах можно заработать. Я не говорю, что нельзя, но это требует своих, так сказать, трудов. Я предпочитаю такой совет дать, что только на инкубационное яйцо. Вот перепелиное яйцо может стоить от 20 центов на брудер, ну, на инкубатор, понимаете, да? Вот, если это порода еще и вы, так оно не хулиганить, если вы продаете готовыми цыплятами, тоже это все выгодно. Ну, я так ставлю здесь полотенце, чтобы они не пытались пролезть, чтобы не застревали и не делали себе беду. Вот, обязательно вливаем сюда различное, не знаю, видно, не видно, сюда различное, значит, по витаминам. И все. Вот такие непеля идут, вот так шланчики расходятся. Один в одну клетку, один в другую клетку. Здесь тоже все на непелях, эти тоже пьют постоянно воду. Чтобы лучше всего у них корм перерабатывался, им обязательно надо именно всегда свежая вода. Всегда. Не надо заполнять бак тупо полным. Вот льете вот так, им этого хватает там на 100 голов, литров 5, ну пусть 10, это на 20 литров бак где-то. Чтобы вода не застаивалась, она портится. В особенности в ней же будут витамины и все такое. Вот. Что за растения, я вам уже рассказывал. Параллельно, блин, можно для ресторанов выращивать различную всячину. То есть всякую зелень, которая стоит денег. Я в своих видео уже показывал. Вы можете перейти посмотреть, что можно где как выращивать. В шортах везде. И можно, вам для этого просто многого не надо. Маленькое помещение просто арендовать банально. Если у вас нету частного дома, если у вас есть частный дом, то вам круто повезло. А летом просто их ставите на траву, они еще и травку кушают, щипают. Это вообще бесплатного ресурса. Много у кого есть орехи, у кого есть яблоки, там груши, там любая всякая всячина для них будет очень полезна. Это вам просто круто повезло, значит. Ну, а если нет этого всего, то вы можете просто закупаться этим всем. И это все равно будет прибыльно. Но просто что для тех, у кого есть своя дача, это очень выгодно. Вы просто ну, на шару получаете ресурс. Понятное дело, да? Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Там мы все обсудим. Я чем смогу, тем подскажу. Вот. Ставьте этому видео лайк. Я очень старался для вас. Вот, брудеры показал. Вы интересовались. Вот так они как-то выглядят. Все, спасибо за просмотр. До скорых встреч.